Которые нас удостоили своим участием в нашем завтрашнем авиационном празднике. Светлана Капанина, ура! Виктор Чмаль, ура! Также приветствую Владимира и Михаила, группу поддержки и обеспечения наших замечательных завтрашних полетов. Ну что, день сегодня был нелегкий, и сюрпризы он сегодня всякие, самые разные преподнес. Я думаю, что сегодня мы с вами наградим победителей 3 упражнений, разыгранных в субботу, потому что завтра нам предстоит еще одно длинное, такое серьезное награждение. Жара будет, так что мы решили разделить его на 2 этапа. И награждать мы будем сегодня не только победителей по упражнениям, у нас есть еще несколько очень важных моментов в сегодняшнем вечере. Но я думаю, начнем мы с навигации. Так, а кто у нас будет награждать? У нас все здесь вообще? Все. Так. Гости не видели ничего, не будут они награждать. Они не видели этих полетов. Мы им завтра что-нибудь доверим вручить. Так, у нас Уланов Анатолий Дмитриевич здесь? Есть. Так, подходи сюда. Сотникова, его придется награждать, что он сам себя будет. Подожди, мы его тоже попридержим. Так. Так, Друй Сергей Викторович, попрошу вас сюда для награждения. Так. А вы знаете, давайте Ведяшкин Валерий Андреевич, наш директор, будет третий. Итак, на троих. Значит, представлять вам наших награждающих, наверное, я очень коротко. Анатолий Уланов, чемпион мира, на протяжении очень многих лет, 20 лет назад, ровно 20 лет назад, да, в 89 году, это было в Париже, мы сегодня про это еще пару слов скажем, в Шентии, рядом с Парижем. Вот, значит, Сережа Друй. Вообще мы очень многие годы знали как члена сборной команды Белоруссии по вертолетному спорту, который составлял вообще очень серьезную конкуренцию российской сборной, когда еще во времена Советского Союза. Но вот видите, он теперь тренирует наших российских спортсменов, и это здорово. Успешно тренирует. И неплохо их тренирует, да, ура. Валерий Андреевич Ведяшкин, который влился... Расставлял кубки, что очень важно. И вообще внес огромный вклад в подготовку этого чемпионата. Влился в наши ряды не так давно, но скоро мы ему присвоим звание почетного вертолетчика, я так думаю. Значит, так, это будет у нас 1-е место, 2-е и 3-е. Я имею в виду награждающие. Итак, по цвету, да, по росту. Значит, 3-е место по упражнению навигация заняли Сотников Максим, Пауджукас Олег, сборная команда города Москвы. Аэросоюз, вертолет Робинсон 44. 2-е место занял экипаж Соколинский полк Сызранского высшего военно-авиационного училища летчиков, мастера спорта Чернов Вячеслав, Кипентелин Алексей. Медали куда, Олег, куда побежал? А медаль-то? Нет, а вообще куда побежали? Выстроиться втроем, мы вас вообще как-то встретим. Тупиков Сергей, Панарин, Владимир Цейскалов, город Самара, чемпионы по упражнению навигация. Так, развернулись сюда. Вот встали. Так, ребята, давайте развернитесь все втроем. Импровизированный пьедестал. А мы ваши флагштоки сзади, давайте. Толя, ты время тянешь. Полет на точность. Панарин Владимир, Тупиков Сергей, Цейскалов Самара.
Все. Толя, ты задерживаешь. Так, девушка, фотографию пропусти. Папарацци. Папарацци. Да, да. Так, девчонок, центр, девчонок. Центр на колени. И, наконец, третье упражнение, которое сегодня было разыграно, развозка грузов. Захватывающий был сегодня момент, много их было захватывающих. Отлично сегодня прокомментировал Миша Бибишев. Я там, сидя в шатре, как будто все-таки что-то увидела за сегодняшний день. Мне было очень приятно. Итак, третье место. Тупиков Сергей Панарин, Владимир ЦСКА ВВС, город Самара. Второе место. Сотников Максим Поджуга, Союз, сборная команда города Москвы, Аэросоюз. Ну и, наконец, просто апофеоз. Я считаю, что сегодня это было действительно потрясающе. Это Шпиговская Галина. И Губарь Рубовщин сделали всех! Просто всех! Просто молодцы, девчонки! Дожайте максимум, Анатолий. Ура! Поздравляем всех! Так, значит, есть еще одна награда, которая наконец нашла своего героя. Уже примерно год мы пытаемся вручить значок кандидата в мастера спорта Барышу Герману. Я его попрошу сюда. Но пока по 3 упражнениям у нас он здесь уже выполняет норматив мастера спорта. Я очень желаю, чтобы завтра это состоялось, и мы потом уже совсем скоро вручили значок мастера спорта. Ура! Значит, еще одно необычное награждение. Дело в том, что Геша Арбузов мне дал подержать свой диплом на всемирных играх. Вот я его держу до сих пор. Давайте его вручим сегодня. Серебряная медаль всемирных воздушных игр Георгий Арбузов. Браво, просто браво. Так. Значит, вот я сейчас назову несколько фамилий и попрошу их всех выйти сюда и встать в такой вот замечательный ряд. Друй Сергей Викторович. Бессонов Александр Никитич. Михеев Александр Владимирович. Ивановский Александр Александрович. Ланов Анатолий Дмитриевич. Амелькина, минутку, Валер, мы еще не рассказали, о чем речь. Амелькина Тамара Алексеевна. Арбузов Георгий Анатольевич. Головкин Василий Владимирович. Я хочу, чтобы вы на них посмотрели и подумали, что объединяет всех этих людей. Значит, в прошлом году мы праздновали 50-летие вертолетного спорта и учредили медаль за вклад в развитие вертолетного спорта. Первые медали мы вручили в этом году на конференции. В Саратове мы вручили большой очень группе наших замечательных пилотов, тренеров. И в этом году на всех чемпионатах мы будем наших ребят, которые вообще столько сделали для нашего спорта. Я все-таки буквально 2 слова про каждого скажу. Ну вот 2 слова. Вот Геша и Вася, встаньте рядышком просто. Вот встаньте рядышком. Геша, иди сюда. Один с усами, да, другой без, точно. Это уникальный совершенно экипаж, который на протяжении многих лет, они были членами сборной команды СССР, потом сборной команды России по вертолетному спорту. Они многократные чемпионы СССР, России, Москвы,
Вот Геша уже и всемирных игр призер, и самые главные чемпионы чемпионатов мира. Теперь они тренеры, они оба заслуженные мастера спорта, заслуженные тренеры России, и теперь вот они поднимают нашу молодежь. Сан Саныч Ивановский, Александр Никитич Бессонов, Анатолий Дмитриевич Уланов. Это наше все. Это люди, которые на протяжении многих лет держали сборную СССР вообще в своих руках, старшие тренеры, члены сборной. А вот про Толину золотую медаль в 89 году в Шинтии я могу сказать, что у нас был такой колоссальный успех сначала в 73 году, потом в 78 году, а потом у нас был провальный совершенно период, вплоть до 89 года, когда мы вообще ничего не выигрывали на чемпионатах мира. И вот в этом Париже американцы, военная команда, все летают вот один в один, все первые места занимают. Команда первая, подожди минуту, с Дербасом. Шинтии. Ну в Шинтии, я говорю, мы рядом с Парижем. Почти все. Какое почти все. У нас была одна единственная медаль по визиту у Дербасова и Уланова. Они прорвали вот это кольцо, и с них все началось. И потом Панарин Володя, Излобин Саша, уже 92-й год, все. Здесь мы уже взяли знамя и пошли, и, в общем, уже нам равных не было. Но вот прорыв был сделан Толей. Тамара Амелькина. Тамарочка, покажись. Лидер баса Сережа. Так, Тамара Амелькина. На протяжении многих лет женский экипаж замечательный. Тамара Амелькина, Аннушка Надымова. Аня вот до сих пор у нас выступает еще за Саратовскую область. Можно открывать? Можно открывать, можно даже вручать. Можно вручать. Это замечательный женский экипаж, а Тамара теперь у нас уже, можно сказать, почти на равных с Балбачевым руководит судейской коллегией. Так что ура, и Тамарочка, ура тебе. Так, Сережа друг, ну уже я несколько слов о нем сказала, он человек совершенно уникальный, вам всем хорошо знакомый. И я считаю, что вот эта медаль за вклад в развитие вертолетного спорта, она имеет такой международный окрас. Вот при вручении Сережи. Сереж, спасибо тебе огромное за все, что ты и сделал для Беларуси в свое время, и для сборной СССР, и для нас. А Михеев Александр Владимирович совершенно уникальный, замечательный человек. Многократный чемпион Советского Союза, кстати, по навигации, многократный чемпион города Москвы, на протяжении долгих лет тренировал сборную команду Москвы, так что я думаю, он тоже совершенно заслуживает этой медали. Да. Так, ну вот и все. Давайте еще раз всех поаплодируем. Саша Михеев, Саша Иванов. Так. Ну что, сделаем музыкальную паузу, а потом еще немножко продолжим. Потанцуем. Сами присутствуют Ивановский Саша. Если кто однажды смотрел видеопленку, на нем будет изображен групповой полет тройки. Это выдающийся полет. Хотите верьте, хотите нет. Но он меня сфотографировал вверх глазами. И я его вижу каждый день. И говорю о мастерстве летчиков моего поколения. Давайте поприветствуем Толю Уланова, который был ведомым справа, Ивановского, который был ведущим, и слева был Миша Баландин. Давайте поприветствуем этих троих. Более история таких полетов не заметит, но видеокассета в моем кармане дорого стоит. И с удовольствием хочу вас принять. А Максим Анатольевич, я готов встать перед ним за колени, перед такой организацией, перед всем. Я с уважением и преклонностью говорю об одном. Максим Анатольевич, величайшее вам спасибо за такую организацию. Москва вертолетная, или как вы называете? Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, мы завтра, я думаю, на закрытии обязательно повторим. Это Максим Сотник.
Питка. Это все те, которые поддержали этот чемпионат, и он действительно у нас получается совершенно замечательно. Я надеюсь, и завтра у нас будет такой яркий, замечательный день. Ребят, вам огромное спасибо, и наше спасибо еще прозвучит завтра. Летчики, они отлетали свои 2 минуты 11 секунд и 8 десятых. Вышли из вертолета, постелили коврик в тюрьме и пошли немножечко полежать. А судьи у нас на палящем солнце целый день выложили площадку, отсудили 3 часа, собрали площадку, выложили вторую площадку, еще 45 минут собрали, потом выложили еще одну, еще 45 минут. Давайте всех наших судей поприветствуем, и я попрошу каждого из них подойти. Волочев Валерий Владимирович, главный судья. Амелькина Тамара, заместитель главного судьи. Татьяна Кузнецова, секретарь соревнований. Спасибо огромное. Бибишев Михаил, судья-информатор, сегодня так развод откомментировал, просто блестяще. Юра Петреник, старший судья по навигации. Какая там точность была, скажите мне, плюс-минус 70, сколько там было? Спасибо. Лиля Золотарева, старший судья упражнения номер 2. Полет на точность. Павел Михеев, дебют, как старший судья по упражнению разводных грузов. Спасибо. Нам еще завтра покажет, на что он способен, как старший судья по упражнению номер 4. Георгий Арбузов, думаю, нам вечером сегодня в кулуарах как-то свои впечатления, как судить-то, а, Еш? Что попроще, летать или судить? Саша Бессонов, спасибо большое. Саша, Виктор Иванович Брыкаев. Не только судья, вообще тренерам не полагается судить, но вот его питомцы сегодня нас радовали своими полетами. Катя Егоркина, дебют, между прочим, судейский, переводчик нашей сборной команды России. Катюш, спасибо. Женя Замула, судья первой категории, Жень. Ивановский Сан Саныч. Еле уговорил его в Варки приехать, но сломался, приехал все-таки. Саш, спасибо, как мы здесь без тебя? Паша Тевлишвили. Паш, спасибо огромное. Ириша Павлова, тоже дебют судейский, и огромное спасибо еще за подготовку этого чемпионата. Очень много она сделала для того, чтобы чемпионат сложился. Ириша, спасибо. Саша Петреник. Саш приехал, можно сказать, с папой, а у нас и стартер оказался, и площадку готовил на равных. Спасибо. Полина Плешкова. Полина, спасибо тебе большое. Виктор Сухов. В наших ребят появился очень серьезный судья. Виктор, спасибо.
Громче